Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео у меня будет за 2 дня. У нас сегодня такая замечательная, хорошая погода, и я решила приготовить булочки с вареньем или круассаны, даже не знаю, как правильно их назвать, но у меня не было молока, поэтому я и буду использовать такие вот из смеси, которые у меня остались вместо молока. Когда я стала жить в своем доме, тут нет рядышком магазина, и когда хочу что-то приготовить, нет каких-то продуктов, я их стараюсь чем-то заменить, как в этот раз, что-то использовать другое, потому что нет такой возможности, как раньше было, сходить в магазин и купить сразу необходимые продукты. Я уже предварительно отмерила, просеяла и вот так вот ввожу в тесто, буду замешивать тесто, затем оставлю его на какое-то время, чтобы оно подошло, и буду готовить свои булочки. Иногда мне мои зрители пишут в комментариях советы, как лучше что отмыть, сделать, и эти советы действительно очень хорошие, и я прям хочу, знаете, сделать такое отдельное видео, рассказать о таких комментариях, советах, которые мне пригодились, которые действительно хорошо работают. Мне также советовали в пирожки, прежде чем класть начинку, нужно добавлять крахмал, чтобы начинка не вытекала из теста. И вот этим советом я не воспользовалась зря, понадеялась на то, что у меня все-таки было очень густое варенье, но тесто у меня вытекло. У меня здесь мягкое сливочное масло, я его добавляю постепенно и замешиваю тесто. Тесто мое уже хорошо подошло, оно прям стало такое мягенькое, легкое, воздушное. Сейчас я каждый кусочек буду отмерять на весах и скатываю небольшие такие шарики. И из каждой шарика у меня получится по одной булочке. И давайте я сейчас отвечу на комментарий, который мне поступил не так давно по поводу того, помогает ли мне муж с уборкой, с готовкой по дому. По поводу готовки я скажу так, что она, в принципе, всегда была на мне. Муж ничего такого особо не готовит и даже, наверное, не умеет готовить. Он, конечно, может пожарить картошку, и еще он жарит шашлыки. Мясо всегда мариную я, а уже непосредственно приготовлением он занимается этим сам. Я никогда не жарила и не знаю даже, принцип, конечно, я знаю, как это делается, но никогда этого не делала. И показываю наши булочки, которые у меня получились. Часть булочек уже мы съели. И сейчас я буду заниматься уборкой. У меня здесь висела на стекле снежинка, я ее убрала, а следы от скотча остались. Я взяла вот это средство для снятия лака. У меня больше ничего такого тут подходящего нет. И убрала этот скотч, протираю дальше стекло, потому что оно сильно заляпано. И что касается уборки, муж, так же как и я, вечером приходит, моет посуду, вытирает, расставляет на свои места, собирает где-то какой-то мусор, разбросанные игрушки. Но такую прям какую-то грандиозную уборку генеральную, там мытье полов или окон, он этим не занимается. Это все в основном на мне. Также за продуктами сейчас ходит он, потому что далеко мы от города. Но вообще я по магазинам люблю ходить сама я лично. Мне надо видеть, что я... Когда я в магазине, я как-то лучше, что ли, соображаю, что мне надо купить, что мне надо взять. Муж у меня такой конкретный человек, то есть если я написала список какой-то, дала ему, он идет в магазин и строго по этому списку покупает все, что я сказала, ничего лишнего, без моего ведома у нас он не покупает. Ну, бывает очень-очень редко, когда он немножко отойдет от списка. А вообще в своем доме тут хватает таких каких-то мужских работ, в которых я ему точно не помогу. Например, надо доделывать забор дальше и строить уже сарай.
И я вам показываю наш новый цветок, который я купила. Это вообще первый цветок в нашем доме. Это своего рода пальма, название его Юки. Давно хотела здесь какое-нибудь большое растение на веранде поставить. И вот, наконец-таки, я его приобрела. И сегодня я наконец-таки добралась до моей елки. Хочу ее сейчас убрать. Обычно на крещение мы всегда ее убираем. В этом году она у нас простояла немножко дольше. Агния тут уже попортила часть игрушек. Все, что еще пока уцелело, я убираю в шкаф. Елка у нас очень сильно сыпется, поэтому я также хочу сейчас промыть после того, как я уберу тут пол, потому что много этих иголок остается на полу. И пока снимала игрушки, также одна у меня игрушка испортилась, разломалась, вот эта пластмасска выломалась. И уберу тут у нас немножко такой бардак, дети разбросали журналы, много игрушек не на своих местах, поэтому я немножко уберу здесь в зале. Сегодня я решила приготовить такой легкий куриный супчик с вермишелью, и в этот раз я решила добавить сюда яйцо. Обычно я так не готовлю, но вот решила поэкспериментировать, попробовать, и сыну моему вообще такой суп не понравился. Он сразу учуял, что здесь что-то не то, ну а девочки покушали, им как-то все равно. Агния моя уже вернулась с прогулки, я сейчас буду ее раздевать, и комбинезон сразу же буду отправлять в стирку, он очень грязный, так как у нас растаял снег, и теперь на улице вот такая вот грязь. Чем хорошо свой дом, что дети у меня бывают на улицу выходят по несколько раз, особенно когда был снег, мы гуляли по 2 раза на день с ними, и даже они у меня сами выходят на улицу, я просто наблюдаю, потому что они у меня всегда на виду, далеко они не уходят. Я через стеклянную свою дверь вижу, чем они всегда заняты, чем занимаются. Мама елочку уже убрала, да? Неси игрушки на место. Drowning my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. So faceless. Недавно я была в магазине Икеа и купила такие 2 тряпочки для уборки. Я решила попробовать ими помыть фасады свои. Мне показалось, что они не будут оставлять разводы. И тряпочки сами довольно-таки большие, не маленькие, что очень даже хорошо и удобно. Но когда я уже начала мыть свои шкафчики, я поняла, что не очень удобно. Вот та тряпочка, которая была раньше, она не оставляла разводов, а здесь оставались разводы. И я думаю, все равно я найду им применение на кухне, либо еще где-либо в другом месте, но буду что-то им по-любому мыть. Стараюсь протирать фасады на ежедневной основе каждый день, потому что они действительно очень сильно пачкаются, видны все отпечатки пальцев, особенно если есть дома маленькие дети, очень-очень неудобно, непрактично иметь глянцевую кухню.
И заодно я уже решила пройтись по верху шкафчиков. Я не так давно там мыла, протирала, поэтому там у меня пыли немного. Но стараюсь не запускать. И сейчас наведу порядок в зале, соберу журналы, которые разбросала Агния. Они мне пригодятся для макулатуры, потому что каждый год мы ее сдаем сыну в школу, а сейчас уже в этом году и старшая дочка моя пойдет в школу, поэтому лишней макулатуры не бывает. И игрушки я все собираю сразу вот в эту корзинку, чтобы не ходить по 100 раз туда-сюда, соберу и потом уже все разложу на свои места. И на этом я буду заканчивать свое видео. Всем пока-пока!